далеком, но счастливом детстве меня зачем-то учили играть на пианино. Я разучивал скучные этюды, полонезы и даже мазурку. А мою супругу в детстве учили готовить пирог мазурка. Те мазурки, что разучивал я, мы уже забыли. А вот пирог мазурка готовим каждой осенью, когда поспевают орехи, когда они бывают восхитительно жирные, очень ароматные, очень вкусные. Этот рецепт был очень популярен лет 50 тому назад. Но поскорее берите карандаш, бумагу и записывайте. Лучше готовить сразу двойную порцию. Поэтому возьмите 2 стакана грецких орехов и 4 яйца. Пирог этот очень простой. Его могут готовить даже дети. Девушки, юноши и даже те мужчины, которые никогда в жизни ничего не пекли. Для этого пирога даже желтки от белков отделять не надо. Берите миксер и взбивайте прямо так, как есть. Как только желтки и белки стали однородной массой, посолите, буквально щепотка соли, и продолжайте взбивать до появления пены. А как только пошла пена, добавляйте сразу 2 стакана сахара. С сахаром яйца взбиваются гораздо веселее. Кстати, если будете взбивать не миксером, а ручным венчиком, то обязательно необходимо совершать движения не только вращательные, но и вперед-назад, резкие, с отрывом. Масса должна побелеть, должна начать хорошо тянуться, и в ней не должно оставаться крупинок сахара, потому что в виде крупинок будут грецкие орехи. Тоже 2 стакана. Запомнить очень легко. 4 яйца, 2 стакана сахара, 2 стакана орехов и 2 стакана. Целый фунт изюму. Больше ничего взбивать не надо. Размешайте, чтобы орехи и изюм равномерно распределились по всей массе. Да не, какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. А пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. А теперь в дело вступает волшебница химия. Столовая ложка уксуса. Можно развести ее еще 1 столовой ложкой воды. Обычного 9% уксуса и чуть меньше пол чайной ложки соды. Всыпаем. Пошли пузырьки. Немедленно перемешать. И именно эти пузырьки и поднимут будущее тесто. А тем, кому из-за незнания химии очень страшно жить, я расскажу. Если не добавить уксус и соду, то тесто получится одним плотным комком. Потому что мало того, что там есть яйца, орехи и изюм, сюда надо добавить еще 2 стакана муки. Тесто получится очень тугим, очень липким. И если испечь его без соды и уксуса, то это получится один комок чего-то непонятного. Сгрызть это будет совершенно невозможно. Так что не опасайтесь ничего. Слушайте меня. Я вас плохому не научу. Потому что сейчас надо взять форму для выпечки. Керамическую или металлическую почти что не имеет никакого значения. Но форму
обязательно надо смазать куском сливочного масла. Вы представляете себе? Вы разговариваете с человеком, который помнит те времена, когда сливочное масло еще считалось очень полезным. Я, признаться, и до сих пор так считаю. Так вот, смазанную форму обсыпьте мукой. Всю форму. Непременно, чтобы не оставалось ни одного фрагмента формы без масла и муки. Лишнюю муку стряхните. Это действие необходимо для того, чтобы пирог не прилип к форме. А тесто по форме необходимо распределить по возможности равномерно. И при этом постараться не содрать слой масла и муки с поверхности формы. Понимаете меня? Я вижу, я знаю, что здесь возникнут трудности. Но выкладываем тесто. Тягучее, клейкое, очень тяжелое, неподатливое тесто. Здесь есть один секрет. Поставьте перед собой небольшую пиалу с водой. Ложку столовую обмакивайте в воде и расправляйте тесто по форме. Все у вас получится. Расправьте по возможности поаккуратнее, и все. Ничем украшать не надо. Этот пирог хорош не красотой. Этот пирог хорош ароматом, вкусом и простотой в приготовлении. Духовку загреть не забыли? 180 градусов. И для начала поставьте на 1 час. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие. Особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственным верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Впрочем, вы же понимаете, что пироги могут быть разными, формы могут быть разными, духовки тоже могут быть разными. Поэтому по истечении 1 часа, когда пирог зарумянится вот так же красиво, как у меня сейчас, возьмите палочку и окуните ее в пирог. Посмотрите, тесто еще жидкое. А давайте поставим еще минут на 10, на 15. Необходимо проверять. Необходимо, чтобы пирог протыкался легко, но при этом на палочке
не оставалось слишком много теста. Еще минут 10-15 постоит, и, может быть, будет хорошо. Впрочем, кто мешает проверить еще раз? Все то же самое. Та же самая палочка. Протыкаем. Слушаем. Щупаем. Готово. Пирог необходимо разрезать сразу же. Когда он остынет, разрезать его будет уже совершенно невозможно. Нарезайте кубиками размером с 2-3 столовые ложки. Это как раз на 1 стакан чая. Присыпьте пирог сахарной пудрой. Так получится симпатичнее. И все. Чай готов. Ну, тогда приятного чаепития. Пирог может храниться несколько дней. Вот придут дети, соберетесь всей семьей. В доме будет приятно пахнуть. И вы вспомните меня добрым словом.